Приветствую вас на канале Wow Nails Design. И в этом видео покажу мастер-классы вот такого вот кошачьего френча. Я его назвала так. Этот дизайн, этот мой новый маникюр просто взорвал мой инстаграм. Все просили мастер-класс. И действительно этим кайфом и своими находками, этими лайфхаками я не могу просто не поделиться. Я не любительница изначально вообще кошачьего глаза, кошек. Но этот меня реально прям свел с ума. Может быть, потому что он на втирке, может быть, он просто сам по себе такой бомбический. Итак, расскажу предысторию, как же я добралась до этой жемчужной кошки, до этой находки. Изначально Bon Pretty мне предложили протестить их продукцию. Для этого скинули мне несколько ссылок с продукцией. Я должна была выбрать ту, что мне понравится, которую я хотела бы попробовать. На сегодняшний день я очень влюблена в йогуртовые гель-лаки, и, конечно же, у Bon Pretty я нашла такую линейку и обязательно заказала. Заказала один из самых ходовых цветов 0,75. Это такой молочно-бежевый, кремовый, очень вкусный цвет. И вот с такими розовыми, темно-розовыми, как бы шиммером, блестками, не знаю, мусоринки. Но они не матовые, а немножечко все же блестят. В один слой достаточно плотный гель-лак. Я не могу сказать, что это супер плотный гель-лак, но достаточно плотный для того, чтобы перекрыть ноготок в 2 слоя. В общем, гель-лак мне действительно понравился, и обязательно закажу и другие цвета тоже этой линейки. Следующий гель-лак вот такой вот бежево-персиковый с голографическим таким шиммером. Очень красивый цвет. Я думаю, он будет очень популярен у клиенток. Он сам по себе, вот этот оттенок, достаточно ходовой цвет. А еще с таким вот красивым голографическим шиммером, просто такой вот завораживающий и в то же время нежный. Как, собственно, любят многие клиентки. Ненавязчивый такой вот блеск, переливающийся, очень мелкий. И цвет достаточно спокойный, приближен к нюду. Гель-лак достаточно плотный, хорошо выравнивается, идеально плотно можно перекрыть ноготок в 2 не толстых слоя. И третий гель-лак, очень красивый такой цвет, припыленный лиловый с медными такими частичками, медно-золотой такой шиммер. Очень красивое сочетание, но этот гель-лак меня немножечко расстроил, что он менее плотный, чем предыдущие гель-лаки. Я перекрыла в один слой, просушила 30 секунд и перекрываю вторым слоем. Гель-лак хорошо разравнивается, в принципе, если 2 слоя таких поплотнее нанести, то получится идеально плотный ровный ноготок. Но само сочетание этого красивого цвета и медного шиммера меня прям влюбило. И покажу эти 3 гель-лака для сравнения под матовым и глянцевым топом. Цвета действительно очень красивые. И следующая новинка от Bon Pretty, прям просто находка. Я буду использовать цвет номер 09. Это вот такой вот маркер с пигментом, с металлической втиркой. Утрамбована она в крышечке, маркер закручивается. Это очень удобно. Втирка не рассыпается по столу. Я, в общем, влюбилась и уже дозаказала себе другие цвета. Цвет такой розово-коричневый. Итак, ноготки у меня перекрыты камуфлирующей молочной базой и топом под втирку. На моем канале есть отдельное видео про втирки. Оставлю на него ссылочку в правом верхнем углу. Втираю втирку у кутикулы сначала где-то на треть, на четверть ноготка. Плотно сначала на эту треть. Небольшой минус этого маркера, что им невозможно подлезть в пазухи боковых валиков или под кутикулу. Но я приловчилась, просто нужно немножечко посильнее придавить, как бы отодвинуть кожу, и тем самым туда тоже попадает пигмент и тоже втирается. На кончике маркера уже заканчивается втирка, так как втирка в самом колпачке, и как раз уже полусухим вот этим кончиком, я бы сказала аппликатором, я растираю, делаю такой градиент к свободному краю, кончику ногтя. Остается у меня свободное практически вот просто молоко, вот этот кончик, где-то треть ноготка, четверть. Плавный делаю переход. Замечу, как блестит втирка, притом она еще без топа. Втирка очень мелкая и очень блестящая. И да, вот здесь втирку закреплять не нужно, потому что на свободном крае ее нет. Смахиваю излишки втирки кисточкой. Обязательно тщательно вычищаю остатки втирки из пазух. И далее беру кошачий глаз, кошку от Bon Pretty. Она вот такая серебристая, она идет
идет в одном цвете. Ссылку на нее оставлю в описании под видео. Видно, такой металлический, похож немножечко на ртуть. И прямо на втирку перекрываю. Сначала тонким слоем, как можно дальше, глубже, подлазя под кутикулу и боковые валики. Прокрашиваю изначально тонким слоем, тонкой кисточкой дорабатываю, где нужно, где необходимо, довожу, докрашиваю. После того, как тонко прокрасила, такой принцип, когда мы выравниваем базой, что-то похожее. И теперь уже наставляю каплю пожирнее и разравниваю ее по ноготку. Так получается плотный такой слой кошки, и она не затекает за боковые валики. Теперь беру вот такой вот прямоугольный магнит обычный для кошачьего глаза и пушером его отковыриваю, отклеиваю. Он держится на клею, вынаю. Вот такая вот прямоугольная пластиночка этого магнита у меня получается. И вот этим маленьким прямоугольничком и буду творить пушку, как назвали девчонки в Инстаграм. Ставлю параллельно направляющим ноготка, и получается тот самый кошачий френч. Магнит ставлю ребром примерно где-то на 2 мм от поверхности ноготка и от свободного края, от самого кончика, где-то 4 мм. Просушиваю 30 секунд. Долго блик не разглядываем, сразу ставим сушиться в лампу, иначе он расползается. И таким же образом перекрываю все ноготки прямо на втирку, перекрываю кошачьим глазом. Сначала прокрашиваю тонкой кисточкой дорабатываю под кутикулой у боковых валиков и наставляю каплю пожирнее и распределяю ее по ноготку. Обращаю внимание, что на свободном крае кошка должна быть нанесена тоже плотно. И затем приставляю магнит и выравниваю блик. Далее сушу 30 секунд. На улице эти ноготки светятся и кажется, что кончики прозрачные, какие-то хрустальные, что ли, блестят. Вообще безумно кайфую, хожу теперь от своего маникюра. И просушив хрустальную кошку 30 секунд, перекрываю все ноготки глянцевым топом без липкого слоя. Я использую каучуковый. Сушу 60 секунд, даю ему немножечко остыть. И салфеткой, смоченной в обезжиривателе или спирте, протираю от налипшей втирки на кожу. И мой бомбический залипательный маникюр готов. Не знаю почему и как я раньше недооценивала кошек, но в эту хрустальную жемчужную кошку и вообще в этот кошачий френч я однозначно влюбилась. На солнце этот дизайн вообще фантастический. Сам ноготок металл, а кончики прозрачные и хрустальные. А в дополнение покажу на тех цветах, что показывала в начале видео. Очень такие повседневные ходовые цвета. Вот этот припыленно-лиловый с медным шиммером. Также на него нанесла кошку, сделала этот блик в форме френча и просушиваю 30 секунд. Что мне в этом дизайне понравилось, так это, что он быстро делается, быстро сохнет. Просушила кошку и перекрыла глянцевым топом без липкого слоя. Следующий вариант — бежево-персиковый гель-лак с голографическим шиммером. Перекрываю вот этой жемчужной кошкой также плотно и делаю блик в форме френча. Вот этот кошачий жемчужный френч. Очень красивое и комфортное сочетание получается. Просушила кошачий глаз 30 секунд и перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Просушиваю 60 секунд. И заключительный и супер простой вариант, но безумно эффектный. Прямо на прозрачный ноготок перекрыла топ без липкого слоя под втирку, просушила 1 минуту и этим маркером втерла втирку. Излишки втирки смахнула кисточкой. Чтобы втирка хорошо носилась, на натуральном ноготке свободный край, торец, прохожусь пилкой 180 грит, промазываю ультрабондом и затем уже перекрываю кошачьим глазом плотным таким слоем. И теперь покажу, как сделать вот такой овальный блик миндальный по форме ноготка. Безумно красивый, очень такой эффектный блик получается. Беру 2 магнитика, разворачиваю их сторонами друг к другу так, чтобы они магнитились друг к другу, не отталкивались, а магнитились. И вращаю немножечко, наклоняю, ищу тот самый ракурс, чтобы получался вот такой вот овальный блик. Это совсем не сложно, достаточно быстро и просто. Получается вот такой красивый блик. Долго на него не смотрим, ставим в лампу и сушим 30 секунд. Затем перекрываем глянцевым топом. Топ просушиваю 1 минуту
И наш дизайн готов. Я поделилась своими идеями и лайфхаками, а вы не забывайте ставить лайки и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи, а также очень рада обратной связи.